Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, один из последних в ЕС крупных клиентов «Газпрома» объявил об отказе от российского газа. Австрийская VN Energy будет требовать от поставщиков подтверждения, что газ поступил не из России. Как такое может быть? Вы меня простите, я начну с этого вопроса. Это кто? Кто эти люди? И откуда мы про все это знаем? Ну, разумеется, знаем мы это все из Блумберга. К Блумбергу никаких претензий. Якобы руководство этой компании делало официальное заявление. Я слово «якобы» не использую для того, чтобы подвергнуть сомнению тот факт, что это руководство делало какие-то заявления. Скорее всего, делало, все нормально, к этому вопросов нет. Блумберг написал статью после этого, притом снабдил статью чудесным графиком, который, разумеется, все, кто перепостил, переписал, использовал Блумберг как источник. Так вот, они все этот график проигнорировали. Ну и, разумеется, проигнорировали еще одну важную вещь, которую стоит делать, когда вы пишете что-то про энергетику Европы, про величины, про что-то, в рамках чего ваша система измерений может отличаться от системы измерений, принятой в том месте, о котором вы пишете. О чем я? Ну, к примеру, когда вы пишете какую-нибудь вот вещь вроде там данный человек ростом 6 футов. Это сколько? Ну вот 6 футов, вот скажи среднему гражданину Российской Федерации 6 футов. Это много, это мало. Это где, это как? А если вы скажете там метр восемьдесят, ну понятно, метр восемьдесят. Вот. Это к чему? К тому, что в статье Блумберга была использована величина в 10 тераватт-часов. И вот к этим 10 тераватт-часам мы сейчас с вами подойдем. Перед этим давайте немножечко больше мяса накидаем на эту ситуацию. То есть данная компания, которая заявила о своем не отказе от российского газа, а о том, что она будет требовать сертификаты происхождения, которые по технологии блокчейн, их нельзя подделать, и вот она не хочет, чтобы этот газ был из России, то есть все поставщики, кто придет, должны будут доказать, что этот газ не из России. То есть эта компания является одной из тех, кому покупатели российского газа продают свой газ в Европейском Союзе. В данном случае подразумевается, что даже если компания ОМФАО, собственно, любой желающий может зайти на сайт «Газпрома Экспорта» и посмотреть список клиентов по странам. Нажимаете кнопочку «Австрия» и обнаруживаете, что покупателем в Австрии является не вот эта венская компания, а ОМФАО – государственная компания, с которой у нашей страны не просто долгая история взаимоотношений. Это была первая, условно, западная компания, с которой были подписаны контракты на поставку газа. Понятно, что Австрию 7-8 можно относить к западному блоку, по крайней мере, Австрию образца там 60-х, 70-х годов. Но будем условно говорить, вот западная компания в западной стране, с ней подписали контракт. Первое, ОМФАО была. И, собственно говоря, ОМФАО – это крупный оптовый покупатель, который потом поставляет газ более мелким покупателям внутри страны. Собственно, также действует система и с другими крупными поставщиками газа в Европе, которые покупают газ в оптовых объемах. Это там 5 компаний в Германии покупали этот газ, это там 2 компании в Венгрии и так далее, и так далее. То есть вы когда вы смотрите, что вот что «Газпром» стал меньше поставлять им газа, извините, убежал вперед, вернусь чуть-чуть назад. Когда вы в 2021 году видели новости о том, что «Газпром» сократил поставки газа своим европейским покупателям, то там было простое объяснение. Вот это нижнее звено покупателей, или мелкооптовые покупатели, сократили запросы к крупнооптовым покупателям. Я утрирую, безусловно, но объясняю эту систему, вот чтобы было понятно, как иерархия выстроена. Они сократили заявки, потому что у конечного потребителя сократился спрос, и крупнооптовый покупатель меньше заявок отправлял «Газпрому», потому что, куда мы этот газ денем? Мы его будем продавать, если газ стоит вот столько,
цена российского газа привязана к биржевым котировкам. То есть, если вы сейчас этого газа возьмете больше, ну, он не станет дешевле стоить. Он будет стоить столько, сколько он должен стоить, исходя из контрактных обязательств. А кому вы его сможете продать, это огромный вопрос. Заявок со стороны крупных покупателей не поступало. Опять же, несколько утрируя, но для того, чтобы подчеркнуть иерархию. Итак, конкретно в Австрии вот есть крупный покупатель ОМВ, и есть компания, которая обеспечивает теплом, газом, в общем, всем самым замечательным, самым светлым, самым теплым, что есть на планете Земля, обеспечивает потребителей в Вене. Вена, как известно, столица Австрии. И вот эта компания выступила с позиции, что мы будем проверять, будет ли этот газ идти из России. Если из России, мы его не берем. Мы будем покупать его только из нероссийских источников. Вот, допустим, вы СПГ привезли, из Норвегии газ поставили и так далее, и так далее. Вот тогда, да, хорошо, мы так и быть его купим. А если вдруг вы купили этот газ у России, и сейчас он не российский, то мы же увидим по цепочке, мы же увидим по сертификату, что он когда-то был российским, будем кривить, будем нос воротить, кривить губки и вообще всячески выражать свое недовольство. И в итоге денежки вам не заплатим, не возьмем мы у вас этот газ. Наверное, это большой удар по «Газпрому» сейчас будет, да? А давайте мы посмотрим график. Я уверен, что ловкий монтажер сейчас график вам покажет. Этот график продемонстрировала компания, продемонстрировал в своей статье Bloomberg. Статью люди перепечатали у нас, а вот график забыли перепечатать. И исходя из этого графика видно, в общем-то, что Россия, конечно, доминирует на австрийском рынке, но она не обеспечивает 100% поставок газа. А тут возникает вопрос, хорошо, если даже поставки российского газа в отдельные периоды времени составляли от 50 до 90%, то сколько газа России, сколько нероссийского газа будет потреблять вот эта венская компания, которая воротит нос от газа из России? 10 тераватт-часов сообщают на Bloomberg, и следом за Блумбергом перепечатывают наши уважаемые издания. Ну и соцсети. Видали. Один из последних крупных потребителей российского газа отказывается от поставок из России. 10 тераватт-часов, дорогие друзья, это примерно 1 миллиард кубических метров. То есть это примерно 10-12% потребления Австрии. Исходя из этого, хорошо, да, 10-13% примерно. Ну, в зависимости от того, какой период времени мы возьмем и так далее. Это 1 миллиард кубов в годовом выражении. То есть это объем, который уже присутствует на австрийском рынке от нероссийских поставщиков. Если верить графику, который приложили господа из Блумберга. Верить их графикам вполне можно. То есть они дают нормальные источники, адекватные. Они дают они дают данные, с которыми можно работать. Вот выводы, которые они могут делать, да, там бывают вопросы. Но к данным самим вопросов практически нет. Интерпретация, да, с ней можно спорить. С данными нет, пожалуйста. Вот мы видим этот график. То есть компания венская, по сути, будет брать тот газ не российский, который есть уже на австрийском рынке, и будет его потреблять точнее, будет его использовать для снабжения своих потребителей в Вене. Все. И когда вы видите вот эти охи, ахи, вздохи и прочее, особенно у нас, давайте, в общем, обрисуем ее теперь максимально серыми красками, которые эта история и заслуживает. Компания в Австрии, которая снабжает столичных потребителей, будет требовать, чтобы та часть газа, которая приходит в Австрию от нероссийских поставщиков, шла к ней. Будет она потреблять примерно 1 миллиард кубов газа в год. И у нее есть уже необходимые соглашения, которые позволят этот миллиард потреблять. В прежние годы из России в Австрию шло порядка 10 миллиардов кубических метров газа в год. Сейчас идет меньше, но и Австрия потребляет меньше. То есть, по сути, произошло
В лучшем случае, вот самом драматичном случае, который тут можно придумать, произошло перераспределение имеющихся в Австрии потоков. И все. То есть компания ОМВ как закупала, так и будет закупать газ. А вот эта компания, ну, как имела возможность купить нероссийский газ, так и купила его. А так и может его покупать сейчас. Через Австрию идет. В Австрии находится крупный газотранспортный узел. Собственно, в Австрии на этом узле находится точка сдачи российского газа. Это город Баумгартен, это крупный, собственно говоря, это центральный европейский газовый хаб, где встречается и российский газ, и норвежский газ. В общем, это действительно очень важное для этого региона, для Центральной Европы место. Австрия – это действительно важная точка для российского газового, для российского, ну, для «Газпрома» и для российского газового экспорта. Но при этом каких-то предпосылок для сокращения закупок в Австрии нет. Может ли Австрия покупать газ из других источников? Ну, учитывая имеющуюся газотранспортную инфраструктуру, вышеописанную, да, может. И покупает уже. А зачем же тогда были эти громкие слова? Да кто его знает? Возможно, от австрийского руководства, руководство Евросоюза что-то там требует. Вроде «отказывайтесь от российского газа». Австрийское руководство посмотрело на графики поставок, посмотрело на текущую ситуацию, оценило, что нет, заместить российские поставки невозможно. Да, вроде как есть возможности чисто физически получать газ из других источников, а заместить невозможно. То есть Австрия, имея физические возможности получать газ через Германию, ну то есть Германия, да, действительно может служить транзитным коридором из ряда стран, имеющих СПГ-терминалы. Кстати, у Германии тоже есть СПГ-терминалы, но, знаете, уж на внешние рынки этот газ точно отправляться не будет. Из Норвегии она может получать газ, оттуда может получать газ, но везде она сталкивается либо с тем, что газа нет, ну нету свободных объемов, либо вам нужно побегать, поискать, найти этот СПГ, а его даже более крупные потребители найти не могут. А с учетом падения цен в Евросоюзе не могут найти вдвойне, потому что а зачем продавать вам по $300, условно говоря, если можно продать в Азию по $380. Ну, допустим, примерно. Никакого смысла нет. Везем, ну хорошо, не 380, 360. Везем в Азию, продаем по 360, тем более у вас потребление падает, а в Азии растет. В Азии растет, им нужно все больше газа. И на вас, дорогие австрияки, немножко не хватает. Может ли ситуация измениться в будущем? Да, конечно, она может измениться в будущем. Но мы сейчас не гадаем, как это может быть потом, там, 25-27 годы, ну, в промежутке с 25 по 27 годы. Мы говорим о том, что есть сейчас. Сейчас заместить российские поставки невозможно. При этом давит Брюссель, говорит, почему вы не отказываетесь от российского газа? А 20 раз повторять, что «а где мы его возьмем?» нельзя. Поэтому, ну вот, выступаем ярко, Блумберг пишет, все перепечатывают, и все восхищенно говорят, наоборот, целый миллиард кубов, которые и так уже есть в Австрии, заместят. А вы его где возьмете? Ну как? Там же, где и уже сейчас берем. В Норвегии, ну, какие-то объемы продают. Там у каких-то поставщиков СПГ регасифицированного тоже купим. Ну, а российский газ как поступал, так и будет поступать дальше. Вот примерно так выглядит эта веселая ситуация, дорогие друзья. На этом все. Всего хорошего. А если вдруг вы являетесь автором одной из статей, которую мы тут покритиковали, которую перепечатали Bloomberg, ребята, переводите тераватт-часы в миллиарды кубических метров, пожалуйста, чтобы было яснее, о чем вы пишете. А то 10, с ума сойти, тераватт-часов, это ж невероятно. И, пожалуйста, присмотритесь к графикам, которые прикладываются к тем статьям, которые вы переводите. Графики иногда более ценные, чем сама статья. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии. Друзья, пока YouTube блокирует, замедляет, подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, пока нас вообще на YouTube не запретили. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты, желающие поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках. Спасибо, до новых встреч. Да, ну и на мой личный телеграм-канал «Нефтегазовая игра» подпишитесь. И на Инфотек тоже подпишитесь, потому что, а чего два раза ходить? На Геоэнергетику Инфо, «Нефтегазовая игра», Инфотек. Подписывайтесь везде, везде за нами следите. На сегодня все. Всего хорошего.